Всем доброго раннего утра. Я в эти дни искала подходящую статую льва для того, чтобы подарить вам этот ритуал. Мне дарили статуи львов. Они очень красивые, очень подходят к интерьеру дома. Но они большие. А для ритуалов нужен более подходящий такой, собственно, небольшой, не маленький, средний. И как можно ближе по схожести ко льву. И вот сегодня мне отправили подарок. Отправила Олеся. Спасибо большое. И я как раз вот на фоне этого красавца хочу вам подарить ритуал. Дорогие друзья, во-первых, этот год сиятельного льва. Я об этом уже говорила. Предсказание 2021. Кому нужно, откройте, посмотрите, чтобы не спрашивать, не задавать одни и те же вопросы. Далее. Лев олицетворяет собой царственность, силу, бесстрашие, справедливость. Львы изображаются на многих гербах и флагах народов мира. Лев – символ родины, матери земли, потому как лев защищает яростно свои территории, свой прайд. Львы считались посланниками богов. Например, возле верховных богов всегда ходили львы. Бог войны Африки Шанго Карифур, его сопровождал черный лев всегда, как символ ярости, храбрости, как символ воина. Для того, чтобы похвалить мужчину, на Востоке называют его Аслан, лев. Чтобы подчеркнуть царственность, сравнивают со львом и многое иное. У греков считалось, что верховные боги появляются в виде львов. Они показывают себя как львы. Ну, естественно, говорящие львы. Не забудем также изображение Ахура Мазды, полулев, получеловек, либо посланника Ахура Мазды, львиные врата в Микенах, львы, изображенные на крепостях Древней Армении, Ассирии и прочее. Итак, да, кстати, золотой лев сопровождал еще и фортуну. Лев – символ солнца, величия. Но в магии есть такое понятие, особенно в магии вуду, восточной магии, называется львиные врата. Это такие невидимые врата, невидимая ступень, которая дает человеку возможность вступить в мир великих людей, сильных людей, в мир удачи, в мир возможностей и прочее. Чтобы эти врата распахнулись, нужно определенные действия. Но я хочу сказать своим зрителям, этот ритуал проводят только те люди, которые хотя бы год есть на моем канале. Кто проводил чистки, ритуал удачи и понял, что у него они работают. Только эти люди уже энергетически подготовлены, чтобы провести львиные врата. У остальных оно не получится просто. Не потому, что мне жалко, а потому что я вам объясняю, что нужно дойти до определенного уровня, чтобы уже соприкасаться к более сильным работам.
Для чего этот ритуал можно провести? Если вы хотите получить хорошую должность, если вы человек сцены, и вы хотите, если, например, ваше время карьеры ушло, может, вы уже в возрасте человек, но чтобы вас пригласили как преподавателя, то есть человек, который может свой опыт передать, да и вообще, может быть, и на новые роли, скажем так, которые соответствуют вашему возрасту. Иногда уходящие со сцены актеры очень болезненно воспринимают этот момент расставания с ролью молодых женщин и так далее. Очень болезненно это воспринимают, потому что они привыкшие играть такие роли, вдруг им нужно играть постоянно каких-то старушек, еще кого-нибудь, а им хочется более такие глубокие затронуть роли. И, естественно, они могут провести люди искусства. Если вы пишете книги, и нужно, чтобы о ваших книгах узнали как можно больше людей, как можно быстрее. Пишите музыку. Если вы ведете свой бизнес, и вам хочется, чтобы с вами вели партнерство люди достойные, сильные, люди, с которыми вам хотелось бы работать и так далее. Открыть возможности свои, войти через львиные врата. Как это делать? Итак, для начала хочу вам сказать, это ритуал вуду, поэтому вам нужно соблюсти все правила, которые я вам скажу. Первое. Делать это нужно желательно, сильнее всего сработает в пятницу. Подготовьте заранее печень. Печень говяжью, то есть бычья, коровья, неважно, говядина. Целая печень. Иногда разрезают, возьмите разрезанную, но всю печень. Далее. Любой цветной напиток. Бренди, коньяк. Можете маленькую чекушку взять, не обязательно там огромную. Можете взять маленькую. Монеты столько, сколько вам лет. Если в вашей стране нет монет, возьмите камни, которые продают. Маленькие камушки, там аквамарин, бирюза, еще что-нибудь, вот эти. Необработанные продают. Вот возьмите столько камней, сколько вам лет. Потому что это нужно. Возьмите любой орех. Можете взять миндаль, фисташки. Что еще? Бразильский орех, макадамский, какой угодно. Ну, там грамм 200, где-то так. В определенной емкости такой. Не пластмассовой, возьмите бумажную емкость. Вот тарелки эти бумажные, маленькие продаются. И вот с этим всем под вечер, когда солнце село, где-то в 6 часов, сейчас можно в 8 часов еще пока, только садится солнце. Идете к дереву, кладете эту печень прямо на землю, без ничего. Вы можете вытащить с пакета, естественно, положить на землю. На эту печень нужно вылить этот цветной напиток, положить рядом монеты и орех в этой, в блюдце или в чем. 10 раз читать на суахили этот заговор, отвернуться и уйти без слов. Через некоторое время у вас будут столько предложений, что у вас некогда будет просто лишний раз затылок почесать. Огромное количество. Но еще раз говорю, для того, чтобы... Вы поймите, дело не в том, мне не жалко, берите, делайте, но есть одно но. Вы должны для начала понять,
куда вы попали, что за канал, что здесь вообще говорят, о чем говорят, понять, какие у вас ошибки в жизни, чтобы не повторить. Далее, провести чистки, то есть очистить свою вообще, себя, да, от этих всех влияний черных энергий. Провести ритуал на удачу. То есть ваша энергия уже должна привыкнуть к этим силам, к просьбам, к получениям того, что вы просите постепенно. А потом уже проводить ритуалы более высокого, скажем, такого высокой планки, когда ваша энергия уже привыкла просить и получать. Тогда у вас получится сразу же и замечательно. Для новых возможностей, для того, чтобы вам делали новые предложения, чтобы пришли в вашу жизнь те люди, которые вам нужны. Может, вы спонсора ищете для издания чего-то. Может, женщина ищет мужчину, чтобы он ее содержал. Всякие есть люди. У всех свое желание и свое право жить так, как они хотят. Кто-то так хочет жить, кто-то хочет за счет кого-то жить, кто-то хочет за счет своих работ жить. То есть у каждого человека своя мечта, и каждый имеет право хотеть ту жизнь, которую хочет, правильно? И для этого нужно, чтобы открывались врата возможностей, новые возможности, чтобы пришли те люди, которые нужны. Поскольку духи прекрасно знают вашу жизнь, знают ваши мысли, мечты, что вы хотите, они вам дадут именно то, что вам нужно. Сколько раз это можно делать? Это можно делать каждую пятницу, усиливая, усиливая и усиливая. Если сразу к вам пошли эти все возможности, замечательно, можете еще как-нибудь повторить снова, да, когда оно чуть-чуть как-то меньше станет, потом снова повторить. Я же вам говорю, энергия удачи и денег требует подпитки, постоянное проведение. Ну, не каждый день, но хотя бы раз в месяц, чтобы больше, больше и больше было этих возможностей. Итак, читаем 10 раз над всем тем, что принесли и разложили возле дерева. Осимба мукумба, накусихи, фуджуа, ланджо ла симба, нионеше, фуса мпия, фуджуа, ланджо ла симба, нджо нгуву, нгуву зангу, мими ни симба, кимамту, Ananiogotpo, Lanjo la Simba, Kufunguliva, Ivehivio. Osimba Mkumva, Nakusihi, Fujua, Lanjo la Simba, Nioneshe, Fusampia, Funjua Lanjo la Simba, Njo Nguvu, Nguvu Zangu, Mimi ni Simba, Kimamtu, Ananiogopo, Lanjo la Simba, Куфунгулива, Ивехивио. Еще раз прошу, внизу не писать 500 раз. А заговор можно, а где, а вот это на другом языке мы не сможем. Еще раз объясняю. Заговор пишут всегда, набирают в течение нескольких дней. Имейте совесть, уважение, такт и терпение. Осимба, Мкумпва, Накусихи, Фуджуа, Ланджо ла Симба, Нионеше, Фусампия, Фунджуа Ланджо ла Симба, Нджо Нгуву, Нгуву Зангу, Мими ни Симба, Киламту, Ананиогопа, Ланджо ла Симба, Куфунгивиля или Куфунгилива, одно и то же слово. Ивехивио, поскольку я знаю язык, поэтому я иногда говорю слова-заменители, но это не страшно. Внизу будет тот текст, который вы будете читать. Итак, я объяснила, кому можно провести. Я думаю, что по много раз объяснять не стоит.
удачи, и пусть вам откроются львиные врата удачи. Всем удачи!